Получается, в Польше граффити легализировано, да, властями? То есть есть специальные территории, где говорят, здесь вы можете рисовать, а вот мэрию, пожалуйста, не разрисовывайте. Yes, we have this special areas that we can cover with graffiti, and we have permissions for that. Each city have at least one place like that, but sometimes 3, 4, or more even. And yeah, we cover these places, and the other ones we shouldn't. So that's the agreement between graffiti writers and the governments. Да, так как оно у нас легализовано, у нас есть хотя бы несколько мест в каждом городе, в котором мы можем заниматься граффити. И есть, соответственно, договоренность с властями. А мое первое знакомство, ну, если это можно сказать, знакомство с комиксом, я ведь ребенок СССР, да, я родился во времена перестройки. Это был не комикс, а книга карикатуриста ВАБИКа. А вы помните первый комикс, который у вас был в руках, Марчин? Yes, I remember my first comic. There were actually a few because my older brother, also a comic book artist, he had a lot. He's older than me, so when I was born, I already had some comics in my home, in my house. So I grew reading Torgal, reading Tytus Romek i Atomek. Those were Polish comic books or Polish-French, and this is what I was growing up. Да, разумеется, я познакомился с ними достаточно в молодом возрасте, потому что у меня был старший брат, который тоже является художником комиксов, и с самого детства, когда я уже родился, у него было достаточно большое количество этих комиксов, которые я мог пересматривать, смотреть. Это были как и польские комиксы, так и французских издательств. Артур, а ваш первый комикс был из вселенной Марвел, супергерои, Бэтмен? I think my first comic book was also a Polish book, probably maybe the same even as Martin's. But then really fast, about the year 1989, the superhero comic books came to Poland, and yes, I of course was rising up on Spider-Man, Batman and the other superheroes from Marvel. Возможно, мой первый комикс был точно такой же, как и Мартина, то есть польского издания, но, тем не менее, в 1989 году у нас в Польше уже начали печатать, в Польшу пришли американские комиксы Marvel, и я, разумеется, начала расти на них. So I was like 7, I think, years old when the first superhero comic book came to my hands, and of course it was a huge it was quite a shock even because we didn't know them. We knew they existed, but we haven't seen the books before, so we fall in love with them. Мне было около 7 лет, когда я держала впервые комиксы Марвела, и я был немного даже шокирован, потому что я, конечно, о них слышал, но никогда не держал их в руках, поэтому это было что-то потрясающее. Ваш любимый супергерой из комиксов? Your favorite superhero? Well, that would be probably Peter Parker's Spider-Man, because that was the first one I ever met. So since that time till today, he's the favorite one. Я думаю, скорее всего, это Питер Паркер, потому что он один из первых, с которыми я познакомился, бесспорно. Спайдермен. I probably prefer Batman because of Batman. Я тоже за Бэтмена. Because of the film adaptations and animated series I saw as a kid. Я больше предпочитаю Бэтмена, потому что я даже смотрел мультики про него, ну, то есть поэтому я отдаю ему предпочтение. В американской культуре комикс – это целая индустрия. Еще это уже и индустрия кино. Вот сейчас на экранах в кино можно увидеть фильм «Мстители» по героям марвелских комиксов, «Железный человек», «Капитан Америка». Как вы относитесь к экранизации комиксов? Well, we haven't seen the latest movie yet, and we are even thinking, well, Marcin was thinking actually, and trying to convince me to go to Kino Ukraina in Luhansk to see the movie. So maybe if we get time tomorrow, we can try to see the movie here.
totally. Да, мы еще не видели этот фильм, последнюю экранизацию, и Мартин очень хотел меня затащить в кино в Украину, чтобы посмотреть его, но, может быть, если у нас будет время завтра, мы бы сходили с удовольствием. Well, yesterday we had no time for that, and today we have a tight schedule also, but maybe tomorrow we'll see. And if not, we're definitely gonna see it in Poland, because we are trying to see every adaptation of the comic book that happens. That's true. У нас не было вчера времени, но, может быть, у нас будет завтра. Но мы стараемся отслеживать все экранизации комиксов. Вы знаете, в нашем фольклоре очень много есть героев, хороших героев. Там Кощей Бессмертный. Кощей. Баба Яга. Баба Яга. Даже есть такой круглый герой Колобок. Колобок. Как вы думаете, вот если рисовать комиксы и культивировать вот наш фольклор, я не встречал комиксов, основанных на украинском фольклоре. Я знаю, что вы, Артур, хорошо знакомы с фольклором. Почему у нас, к сожалению, во-первых, не зарабатывают деньги и не популяризируют наших героев сказок? Well, that should be done, definitely, because your folklore is beautiful and filled with interested characters that definitely can be used in comic. Разумеется, нужно бы над этим было поработать, потому что столько разнообразных персонажей в фольклоре. And actually, we saw a book like that already. It's one of the comics with a Hellboy, drawn by Mike Mignola, American artist. Мы уже встречались с похожим комиксом. Это комиксы Марка Миньола, которые рассказывают о Hellboy. And one of the stories is incorporating some characters from your culture field. It's Baba Yaga, it's Kościej, Dziadek Mróz, Dziadek Moroz, Dziad Moroz. And it was funny. I mean, it was really great drawn, nice story. So I would say it was a nice try. Maybe some comic artists from Ukraine should try themselves. Да, есть даже некоторые выпуски, в которых встречаются такие фольклорные герои, как Баба Яга, Дед Мороз или Кощей Бессмертный. И я думаю, что даже украинским художникам комиксов стоило бы попробовать себя в этом направлении. В Польше существует, комикс о Второй мировой войне. Да? Вторая мировая война – это тема, есть и как моменты гордости, есть как моменты трагизма. Вот недавно было 9 мая. Все-таки комикс о Второй мировой войне – это уже не развлечение. Ведь сложно создать комикс о Второй мировой войне. It's very popular now in Poland. Yes. To tell the stories from the war and after the war, historical events, to show them in comic. Yes, and they are also funded by ministries. So there are special programs, educational programs, to create this kind of comics. The comic creators are being paid to do such kind of things. Но сейчас это очень популярное веяние в мире комиксов, потому что даже само правительство спонсирует такие комиксы, которые были бы основаны именно на этой истории. And at first, a few years ago, maybe 10 years ago, people were very angry about it because they thought the comic is just for children and these are just funny stories that can't be actually. The comic shouldn't be used for telling serious stories, dramatic stories. Несколько лет назад или даже 10 лет назад люди не воспринимали такие комиксы, потому что они думали, что комиксы рисуются только для детей и могут быть использованы исключительно в развлекательных целях, и не принимали такие комиксы на серьезные темы. But then Polish publishers started to publish comic books about the war from the other countries, from Germany, from France, from America, really serious stories, and Polish readers saw that it's possible and it's nothing wrong to tell these kind of stories with a comic. А потом польские издатели заметили, что есть и другие издательства, которые издают комиксы на такие серьезные темы, как в Германии, во Франции, и они поняли, что в этом нет ничего предосудительного. Вы знаете, в советском кинематографе
в 50-х годах образ нациста был некрасивого, тупого человека. А в комиксах нужен антигерой, да? Если мы говорим о комиксах Второй мировой войны, как там представлены фашисты, да? Нацисты? Некрасивые, уродливые люди, ведь все-таки как можно представить? Well, it depends on the artist and what they think what they would do. We have a great comic drawn by Art Spiegelman, also written by him. He is the son of a survivor of Auschwitz. And he decided it was a stylistic choice to present Polish people as pigs, Jews as mice, and the Nazis as cats. У нас есть такого сорта комикс, который был издан сыном выжившего во Второй мировой войне, и где герои представлены, немцы представлены как свиньи, а евреи как мыши, а нацисты как... Нацисты как коты. Как коты? Как коты. Нацисты как коты. So Jews as mice, Nazis as cats, because cats eat mice, and Polish people as pigs, which was the scandalic part of that. А поляки представлены как свиньи, как коты представлены немцы и нацисты, и евреи как мыши.